Когда собака заметила на другой стороне улицы голодную кошку, умоляющую о помощи, она бросилась обратно домой, пока ее хозяйка наблюдала за ней. И то, что она сделала дальше, вас шокирует. Среди какофонии гудков и болтовни пешеходов на оживленных улицах Гуанчжоу, Китай, тихое отчаянное мяуканье осталось незамеченным большинством людей. Но не пудингом, добросердечным золотистым ретривером, который жил в скромном доме на углу Мейпл-стрит. Уши пудинг навострились, а нос дернулся, когда она уловила запах, который люди не могли уловить. Тихо взвизгнув, она постучала в дверь, настойчиво царапая ее. «Что случилось, девочка? Что случилось?» — рассеянно спросил ее владелец, Фуджан, выглядывая из своего захламленного кабинета. Писатель средних лет был погружен в размышления, обдумывая сюжет своего последнего романа. Казалось, что у персонажей есть собственное мнение, и они развивают сюжет в неожиданных направлениях. В тот момент, когда Фу приоткрыл дверь, пудинг протиснулся внутрь и выскочил на улицу. Фу окликнул ее, но собака была уже на полпути к дому. Он покачал головой, пробормотав что-то о непредсказуемости животных, и вернулся к своему занятию. Пудинг часто совершал короткие прогулки по окрестностям, всегда возвращаясь через несколько минут. Он полагал, что и на этот раз все будет по-другому. Но по мере того, как шли минуты, Фу поймал себя на том, что все чаще поглядывает на часы. Прошло 15 минут, затем 30. В его груди начало нарастать грызущее беспокойство. Никогда еще пудинг не пропадал так надолго. Улицы Гуанчжоу могли быть опасны. Как только Фу собрался отправиться на поиски, он услышал знакомый лай. Его охватило облегчение, и он поспешил к окну. Но то, что он увидел, заставило его остановиться, нахмурив брови в замешательстве. Пудинг стояла на другой стороне улицы, яростно виляя хвостом и лая. Ее взгляд был прикован к чему-то, чего Фу не мог видеть со своего наблюдательного пункта. Поза собаки была напряженной, как будто она что-то охраняла. «Пудинг!» — Фу окликнул ее из окна. «Иди сюда, девочка!» К его удивлению, пудинг полностью проигнорировал его. Это было очень необычно. Она всегда приходила, когда ее звали. Беспокойство Фу вернулось, теперь уже с примесью любопытства. Что же могло так сильно привлечь внимание его верного товарища? Любопытство, наконец, взяло верх. Ему. Фу надел ботинки и вышел на улицу, перейдя улицу, где на страже стоял пудинг. Приблизившись, он, наконец, увидел то, что так привлекло ее внимание. Там, прижавшись к кирпичной стене, сидел самый тощий и жалкий на вид кот, которого он когда-либо видел. Его шерсть была спутанной и грязной, а под пятнистой шерстью отчетливо виднелись ребра. Глаза кота расширились от страха, но он не сводил с пудинга глаз. Сердце Фу сжалось, когда к нему пришло понимание. Этот голодный кот умолял о помощи, и пудинг каким-то образом узнал. Она часами стояла на страже, следя за тем, чтобы уязвимое создание не пострадало. «О, пудинг!» — пробормотала Фу, опускаясь на колени, чтобы почесать ее за ушком. «Ты замечательная, сострадательная девочка». Фу был настолько поглощен происходящим, что его мысли вернулись к тому дню, когда в его жизни появился пудинг. 3 года назад был дождливый день, и он был в особенно плохом настроении. Непрекращающийся моросящий дождь соответствовал его мрачному настроению, когда он тащился домой с очередного безрезультатного собеседования о приеме на работу. В свои 45 лет он чувствовал, что жизнь прошла мимо него. Его брак закончился разводом, карьера застопорилась, а роман, над которым он работал много лет, остался незаконченным. Погрузившись в жалость к себе, Фу едва не пропустил жалобный стон, доносившийся из соседнего переулка. Любопытство взяло верх, и он вгляделся в темноту. Там был перепачканный щенок, скорчившийся под промокшей картонной коробкой. Сердце Фу растаяло от этого зрелища. Не раздумывая ни секунды, он подхватил дрожащий комочек меха и спрятал его под свою куртку. «Не волнуйся, малышка», — пробормотал он.
Я позабочусь о тебе». В тот вечер, когда новоиспеченный пудинг с довольным видом свернулся калачиком на коленях у Фу, он почувствовал, как в его груди затеплилась искра надежды. Может быть, только может быть, это и было то, в чем он нуждался. За следующие несколько месяцев пудинг превратился из неуклюжего щенка в верного и умного компаньона. Ее безграничная энергия и нежная натура заставили Фу выйти из своей скорлупы. Он начал брать ее с собой на долгие прогулки в парк, где заводил разговоры с другими владельцами собак. Он обнаружил, что больше улыбается, смеется над выходками пудинга и заново открывает для себя радость простых удовольствий. Вдохновленный своим новым другом, Фу отряхнул пыль со своей старой рукописи. Пудинг лежал у его ног, пока он писал, и время от времени издавал ободряющее «гав», когда заходил в творческий блок. Ходить. Медленно, но верно роман начал обретать форму. Во время одной из прогулок Фу встретил Мэй, жизнерадостную женщину, которая руководила местным приютом для животных. Они сблизились из-за общей любви к животным, и вскоре Фу стал работать волонтером в приюте по выходным, благодаря чему социальная бабочка стала любимицей как других животных, так и посетителей. По мере того, как его уверенность росла, Фу решился на смелый шаг. Он отправил свой уже законченный роман в издательство. К его удивлению, им это понравилось. Книга, трогательный рассказ о втором шансе, вдохновленный его путешествием с пудингом, неожиданно стала бестселлером. Неожиданно человека, который когда-то чувствовал себя невидимкой, стали приглашать на литературные фестивали и просили выступить с лекциями в школе. Несмотря на все это, пудинг оставался рядом с ним, постоянно напоминая о преобразующей силе любви и дружеского общения. Воспоминания Фу были прерваны очередным настойчивым лаем пудинга. Он покачал головой, удивляясь тому, как сильно изменилась его жизнь всего за 3 года. Наблюдая за своим верным другом, который жил на другой стороне улицы, он не мог не задуматься о том, что можно сделать для этого беспомощного кота. Но пудинг не перестал удивлять его. Совсем как. Фу уже собирался предложить им принести немного еды для кота, как пудинг внезапно развернулся и помчался обратно к их дому. Фу в замешательстве наблюдал, как его пес исчез за дверью для собак. Через несколько мгновений пудинг появилась снова, что-то сжимая во рту. Когда она побежала обратно через улицу, глаза Фу расширились от изумления. Между зубами пудинг была зажата недоеденная булочка Бао, которую она схватила с кухонного стола. Пудинг осторожно положила булочку Бао на землю и подтолкнула ее носом к кошке. Кошка заколебалась, явно разрываясь между голодом и страхом. Пудинг отступила назад и села, показывая, что не хотела никого обидеть. Медленно и осторожно кот двинулся вперед. Его нос дернулся, когда он уловил запах еды, возможно, первый, который он почувствовал за последние дни. Внезапно набравшись храбрости, кот бросился вперед, схватил булочку Бао и отступил на безопасное расстояние. Фу с благоговением наблюдал, как изголодавшаяся кошка поглощает угощение, громко мурлыча в перерывах между укусами. Пудинг завиляла хвостом, а в ее глазах светилось выражение, которое можно было назвать только удовлетворением. По мере того, как перед ним разворачивалась сцена, Фу чувствовал, как тепло разливается по его груди. Добрый поступок пудинга положил начало цепи событий, которые изменили не только одну жизнь, но и многие другие. А все началось с того, что собака заметила голодную кошку, умоляющую о помощи. В этот момент Фу понял, что не может оставить это бедное создание на улице, особенно после того, как стал свидетелем такого трогательного проявления сострадания со стороны своего собственного питомца. Пока он размышлял, что делать дальше, в его кармане зазвонил телефон. Оно. Это было сообщение от Мэй. «Привет, Фу. Помнишь, я упоминала, что хочу завести кошку? Что ж, я наконец-то получила одобрение от своего арендодателя. Я собираюсь начать поиски в эти выходные. Я так взволнована». Фу улыбнулся, чувствуя, что Вселенная идеально устроилась. Он быстро набрал ответ.
«Мэй, ты не поверишь, что только что произошло. Кажется, я нашел для тебя идеального кота». Ожидая ответа Мэй, Фу снова обратил свое внимание на кота. Он доел булочку Бао и теперь смотрел на собаку со смесью любопытства и настороженности. Пудинг со своей стороны оставалась спокойной и уравновешенной, язык ее тела был открытым и неугрожающим. Фу решил рискнуть. Он медленно приблизился к кошке, говоря мягким, успокаивающим тоном. «Все в порядке, малышка. Мы здесь, чтобы помочь тебе». К его удивлению, кот не убежал. Возможно, он был слишком слаб, а может, почувствовал доброту в голосе Фу. Он осторожно поднял хрупкое создание и прижал его к груди. Он чувствовал, как учащается его сердцебиение и как выпирают кости под спутанной шерстью. «Давай-ка мы тебя вымоем и накормим как следует», пробормотал Фу, направляясь обратно к своему дому, а Пудинг радостно трусил рядом с ним. Ожидая прихода Мэй, Фу снова обратил свое внимание на кошку. Он нашел в кладовой немного консервированного тунца и предложил немного проголодавшейся кошке. Кошка с жадностью съела его, громко мурлыча в перерывах между укусами. Пудинг с интересом наблюдала за происходящим, легонько виляя хвостом. Фу не мог не восхититься чуткостью и интеллектом своей собаки. «Ты настоящий герой, не так ли, девочка?» — сказал он, почесывая Пудинга за ушами. В дверь позвонили, возвещая о приходе Мэй. Фу открыла дверь и увидела, что она стоит на пороге. Ее глаза сияли от волнения и беспокойства. «Где малыш?» — спросила она, едва задержавшись, чтобы поприветствовать Фу. Фу повел ее на кухню, где кот свернулся калачиком на своей импровизированной кровати, выглядя более расслабленным, но все еще настороженным. Мэй медленно приблизилась, ее голос был мягким и успокаивающим. «Привет, милая», — проворковала она. «У тебя было настоящее приключение, не так ли?» К удивлению Фу, кошка отреагировала на ласковый тон Мэй. Он поднял голову и медленно заморгал, что, по мнению Фу, было знаком доверия. Мэй осторожно протянула руку, позволив коту обнюхать ее пальцы, а затем нежно погладила его по голове. Продолжая сближаться с котом, Фу обнаружил, что очарован происходящим. Сострадание Мэй, ее нежные прикосновения и то, как ее лицо озарилось радостью. Все это вместе взятое создавало картину красоты, от которой у него захватывало дух. Кот, казалось, уловил позитивную энергию в комнате и издал довольное мурлыканье. Это был момент совершенной гармонии, когда мужчина, женщина, собака и кошка собрались вместе благодаря простому проявлению доброты. День клонился к вечеру, а Фу и Мэй строили планы по уходу за кошкой. Утром Мэй отвозила кошку к ветеринару на осмотр и необходимые процедуры. Фу предложила составить им компанию, и она с благодарностью согласилась. Перед тем, как Мэй ушла с кошкой, которая теперь благополучно устроилась в переноске, она повернулась к Фу с озорным блеском в глазах. «Знаешь», — сказала она, — «этому малышу нужно придумать имя. И поскольку это Пудинг их нашел, может, нам стоит продолжить тему еды?» Фу усмехнулся. Ему понравилась эта идея. «Как насчет дим-самов?» — предложил он. «Маленький, но полный вкуса и сюрпризов, прямо как у нашего нового друга». Мэй рассмеялась. Этот звук был как музыка для ушей Фу. Она согласилась. Мне это нравится. Пудинг и дим-сам — это звучит как начало прекрасной дружбы. Когда Мэй уехала с Димом, пообещав держать его в курсе дел, Фу почувствовал, как его переполняет чувство удовлетворения. Он посмотрел на Пудинга, который с интересом наблюдал за отъезжающей машиной. Как будто она тоже знала, что это начало нового удивительного приключения для них всех. В последующие недели жизнь Фу вошла в новый ритм. Его дни были заполнены писательством, а вечера он часто проводил с Мэй в приходящем в себя дим-саме. Кошка, под любящей заботой Мэй и при регулярных посещениях ветеринара, начала процветать. Ее шерсть стала блестящей, тело округлилось, а характер расцвел. Любознательность, привязанность и озорство привели в восторг и Фу, и Мэй. Мэй тоже нашла свое призвание.
Вдохновленная их опытом с Дим Самом, она расширила свой приют для животных, создав специальную программу для пожилых домашних животных и животных с особыми потребностями. Программа «Золотые сердца», названная в честь пудинга, объединила этих животных с пожилыми людьми, создав взаимовыгодные отношения, которые обогатили жизнь как людей, так и животных. Когда наступил вечер, Фу и Мэй пригласили пудинга и Дим Сам в дом. Они вчетвером расположились в гостиной, животные удовлетворенно свернулись калачиком у их ног. Фу взял свой ноутбук, готовый работать над следующим романом. Ночь шла своим чередом, а Фу продолжал писать. Его пальцы порхали по клавиатуре, когда он изливал свое сердце на цифровую страницу. Мэй свернулась калачиком рядом с ним, читая свою книгу, и уютную тишину нарушали лишь случайные шаги взрослых или размер спящих питомцев. В последующие месяцы появилась новая книга Фу, каждая глава которой свидетельствовала о необычайных связях между людьми и животными. Он писал о преданных собаках, чутких кошках, кротких лошадях и даже об одном особенно умном попугае. В каждой истории рассказывалось не только о замечательных поступках животных, но и о том глубоком влиянии, которое они оказывали на окружающих их людей. В процессе написания Фу поймал себя на том, что размышляет о своем собственном путешествии. Он подумал о том, каким человеком был до того, как в его жизни появился пудинг. Одиноким, побежденным и потерянным. Он был поражен тем, как далеко продвинулся, какой семьей обзавелся и какую цель обрел. Фу почувствовал, как к горлу подкатил комок. Он понял, что это и есть истинный показатель успеха. Не из-за проданных книг или полученных наград, а из-за того, что жизни соприкоснулись и сердца открылись. Он почувствовал, как его переполняет чувство удовлетворения. В тот дождливый день 3 года назад в его жизни произошел неожиданный поворот. Но это привело его именно туда, где он должен был быть. «Знаешь», — сказал он Мэй, — «раньше я думал, что счастливые концовки бывают только в книгах, но теперь я понимаю, что иногда жизнь может быть даже более необычной, чем вымысел». Улыбаясь друг другу под восторженный лай пудинга и мелодичное мяуканье Дим Сам, он и Фу знали, что какие бы главы ни ждали их впереди, они встретят их вместе. Мужчина, женщина, собака и кошка, связанные любовью, состраданием и бесконечными возможностями второго шанса. И вот, на закате очередного дня в Гуанчжоу, Фу Чжан, некогда одинокий, борющийся с трудностями писатель, оказался в центре совершенно неожиданной семьи. Семья, рожденная из сострадания, возвращенная любовью и объединенная простым, но глубоким пониманием того, что иногда у величайших героев есть 4 ноги и хвост. Вы когда-нибудь были свидетелями проявления доброты со стороны животного, которое тронуло ваше сердце? Если бы вы были на месте Фу и видели сострадание пудинга к бездомному коту, как бы вы поступили? Вы как-то отреагировали? Поделитесь своими мыслями и переживаниями в комментариях ниже и поблагодарите за то, что выслушали эту трогательную историю о сострадании. Присоединяйтесь к нам, чтобы узнать больше интересных историй, подобных этой.